Здорово, хлопцы! Привет, девчата! С вами снова Пых, и сегодня уже получается третье видео о квартирах в Японии, мое третье видео. И сегодня квартирка неплохая, красивая, с интересной, на мой взгляд, планировкой, и она расположена где-то 1,5 часа на поезде от центра Токио. Приветствую всех на моем канале и продолжаем показывать интересные, на мой взгляд, довольно-таки интересные планировки квартиры в Японии. Сегодня квартира в Канагаве, не Токио, это Фудзисава, рядышком очень море. Вначале по заставке, думаю, вы видели, что есть Фудзисан, есть море, довольно-таки красиво и довольно-таки дорого. Но цену я вам расскажу в конце данного видео, поэтому лучше посмотреть до конца. Итак, вот у нас перед вами столовая и гостиная. И сейчас я перемещаюсь спиной в маленькую комнатку, которая выражается дверьми. Вот здесь вот двери, да? Квартира написана Yon LDK. Что это означает? Это значит, что есть гостиная, столовая и 4 комнатки. Вот первая перед вами была, да, маленькая. Это считается за комнатку. Давайте откроем шкафчики, покажу. Те, кто не видел, можете посмотреть на других моих видео о квартирах. Большое количество шкафчиков. Еще раз напоминаю, что сейчас в японской квартире настроено намного лучше, чем было лет так 5-6 назад. Много места, где можно разместить вещи, одежду. Кондиционер еще не установлен, потому что в процессе. И, кстати, да, вот видите, за окном строительные леса. Едем дальше. То, что я хотел вам показать в самом начале, это 3 комнатки, которые расположены рядышком друг с дружкой. Так вот первая, да. Смотрите, довольно-таки маленькая, кстати, комнатка. Тоже кондиционер не установлен. Опять строительные леса. И вот такая вот маленькая комнатушка. В принципе, для детей, наверное, да. Если смотреть, допустим, мое видео о Нисифунабаши, квартиру показывал, да, общежитного типа, то там, в принципе, почти такое же место было. Да? Вот, как видите, да, довольно-таки высокий. Причем, кстати, вот, смотрите, да. Я рукой достать потолка не могу. Здесь довольно-таки высоко. Больше 2 метров. Хотя раньше в других квартирах были довольно низкие, я спокойно доставал рукой. Следующая, видите, сразу рядом еще одна комнатка. Чуть побольше, наверное. Хотя мне это кажется просто вынесенной тогда. Большое окно. И снова, да, видите, шкафчик. Если показывать не буду, покажу, да. Скажу, что не показал. Видите, да? Едем дальше. Третий момент. Вот он. Еще одна комнатка. Большая. Шикарная комнатка, конечно, да, получше будет немножко. Предыдущие 2. Видите, большая гардеробная. Ну, по идее, то есть получается, наверное, 3 комнатки. Первые 2 это, наверное, для детей. И последняя, типа, как для родителей. Видите, смотрите. Шикарно, конечно, сделано. Большое количество места, да, для того, чтобы разместить одежду. Кондиционера ни одного нет. Странно, конечно, потому что комнаты уже все почищены. Так, прихожая. Кстати, может, не видел, есть глазок. Да. Шкафчики, знаменитые шкафчики. Сейчас я себе покажу, пооткрываю. Вот, кстати, да. Выключатель все, да, счетчики. Кстати, запах неприятный. Видно, только по чистили, помыли квартирку, комнатки. Довольно-таки неприятный запах. Знаете, напоминает хлорку, если честно. Но хлорки здесь как таковой нет. Здесь у нас, кстати, да, забыл показать, вы видите, тут тоже шкафчики. Небольшое место, да, есть. Разместить одежду. Обувь, наверное, все-таки. Здесь у нас туалет. Довольно-таки хороший, кстати, шикарный туалет. Моем 5-ю точку. Биде для девушек. Шкафчики. И для полотенчик. Ручки мыть. Соответственно, мыть ручки. Так, едем дальше, ребят, с вами. Что у нас тут? У нас тут умывальник, да, то есть... Тут вот я. Большое количество шкафчиков, видите? То есть место, где можно разместить очень много, да? Стирательных средств,
различных, да, химических средств и так далее. Выход для стиральной машинки, для шланга, ну и слив. Ну, в принципе, все, как я вам показал в прошлом видео о шикарной квартире за 65 миллионов йен. Похожая, да, но все-таки здесь, мне кажется, интересная планировка, поэтому я решил ее показать. Ванная большая, как положено, да, видите. И последнее, что у нас есть, это еще кухонька, да. Идем на кухню. Вот у нас кухня, кстати, довольно-таки неплохая, хорошая кухня. Большой, да. И газовая плитка. В прошлом показывал, была электрическая. Кстати, в последнее время очень много переходит именно на электрическую без газа. Объясняется это затратами на газ. Причем сейчас в Японии идет тенденция, здесь вот место для холодильничка. Тенденция, что газ очень сильно дорожает, потому что газ привозной, поэтому давайте я еще покажу, кто не смотрел, да, прошлое видео. Вот это вот, как всегда. И, конечно же, посудомоечная машинка. Кстати, вместительная довольно-таки, да. Ну, тут у нас опять есть другой немножко, да, система, то, что я показывал в прошлый раз. Вот такая вот квартирка, ребят, как вы видите. Это второй этаж, кстати, довольно-таки неплохой. Еще раз напоминаю, что те, кто хочет знать сразу цену, смотрите видео до конца. Цену я скажу в конце данного видео. Я поищу, найду, потому что на самом объекте пока не рассказывают цену, а в интернете уже информация есть, потому что данные квартиры уже продаются, и на официальном сайте цена есть. Я спросил у прораба, он сказал, я тебе не расскажу. Я не знаю почему. Он, конечно, смеялся, наверное, пошутил просто. Ну вот, такая вот, да, квартирка. Если честно, мне понравилось, потому что интересная планировка, я такую вижу в первый раз. Хлопцы, девчата, ну что, понравилась вам квартирка или нет, пишите в комментариях, как вам такая планировка, хорошо или плохо. Как и обещал, в конце данного видео я вам называю цену, узнал и цену. Цена в данном доме это от 45 до 50 миллионов йен. Самый верхний этаж, это 8-й этаж, 8-этажное здание, около 50 миллионов йен. Но если учитывать то, что море близко, хороший вид на Фудзисан, да, как вы видели в начале видео, то можно сказать, что это довольно-таки дешево. Ведь зачастую квартирки с хорошим видом, да, вот с таким прекрасным видом, а многие японцы покупают непосредственно из-за вида, например, увидеть море, увидеть горы, там еще что-то. И это довольно-таки приемлемо. Например, в других местах может быть доходить порядка до 7, 10, даже 80 миллионов йен. Дорогие друзья, на сегодня все. Я желаю вам удачи, не болейте. С вами был Пых. До скорой встречи. Пока.